Вот такой вот паршивый вид нам достался. Но мы не расстраиваемся. Итак, у нас новый обзор. Это у нас будет лайнер компании Royal Caribbean. Называется Spectrum of the Sea. Может, кому-то будет интересно, в дальнейшем кто-то возьмет круиз, потому что на русском языке я не нашел никаких обзоров, которые могли бы досконально рассказать, что за корабль и что он из себя представляет. Ролик, возможно, получится длинный, постараюсь как можно сделать его короче, обрезать все, что ненужное, но корабль очень большой, чтобы рассказывать полностью обо всем. В первую очередь сразу скажу про визу, потому что мы искали эту информацию, мы спрашивали компанию, компания не знает. Нужно ли получать визу, если вы идете в Японию транзитом? То есть у нас был круиз с Шанхая до Японии, там 2 острова и обратно в Шанхай. И получается Япония посередке, она транзитная. Для этого визу получать, как оказалось, не надо. В этом круизе у нас идут в круиз победители розыгрыша «Путешествуем с Метрофоном», которую мы планируем проводить каждый год, либо 2 раза в год. Мы разыграли 5 розыгрышей, 1 человек не смог поехать, и в итоге 4 человека вместе со мной, получается 5, мы отправились в круиз на этом лайнере. С Шанхая мы прилетели в Шанхай, сели на этот круиз, и потом с Шанхая до Японии, обратно в Шанхай, и отсюда мы уже полетим обратно в наш родной Пусан. Буквально быстро расскажу, потому что, возможно, кому-то будет интересно, либо кому-то будет полезно вот насчет визы, потому что мы стали спрашивать все наши участники, так как мы, когда проводим розыгрыш, мы не знаем, кто выиграет, и неизвестно, с какой страны наши победители будут. И, как оказалось, они все с разных стран. У нас есть Россия, Казахстан, Узбекистан. Для Шанхая, конечно, виза не нужна, а вот насчет Японии, так как он шел транзитом, мы не знали, поэтому мы стали спрашивать компанию. Компания говорит, тоже не знает, спрашивайте посольство. Спрашиваем посольство, посольство говорит, мы не знаем, спрашивайте компанию. В итоге мы не знаем, кого спросить. Я сказал ребятам, на всякий случай, делайте визы. Визы вы можете сделать, там, есть ребята, которые в Фейсбуке делают, по-моему, от $90 или 90 тысяч вон и выше, в общем. И, как оказалось, виза не нужна, потому что по прибытию в Японию там достаточно было просто пройти face-to-face контроль и все. Корабль очень большой, это, по-моему, 5-й корабль в мире по вместительности и по масштабу. Здесь у нас 15-16 деков, 16 этажей. Там у них основные, где все мероприятия проходят, из них деков 5, все остальное это жилое и, соответственно, для персонала. Начнем с самого верха. Есть несколько развлечений. Я не буду называть конкретные имена, потому что я не знаю, как это все называется. Сейчас мне сидеть, все это проверять. Я думаю, вам все равно будет неинтересно. Большой такой шар поднимается над кораблем. Он делает такой круг, обзор вокруг, над кораблем. Эта штука платная. Дальше, на том же деке, на 16-м, вы можете попробовать себя в аэротрубе. Надеваете костюм. У вас идет инструктаж где-то около 15 минут, но вы летаете всего лишь 1 минуту. Удовольствие тоже платное. Там, по-моему, от 30 до 60 долларов, в зависимости от того, сколько времени. Там 2 минуты, по-моему, 60 долларов. 1 минута 30 долларов где-то на человека стоит. Дальше, буквально рядом же, вы можете, те, кто любит серфинг или попробовать себя, покататься на доске, можно на животе, можно стоя. Это удовольствие бесплатное, оно включено, но есть определенный график работы. В определенное время он работает, поэтому заранее нужно будет периодически проверять. Там же рядом раньше была такая штука, где дети могли прыгать, привязываются, в общем, к вам канатки, и дети могли прыгать. Сейчас она переделалась в зону, где вы можете испробовать VR. Забыл, как называется по-русски, в общем, VR, вы меня поняли. Дальше, там же на этом же деке есть место, где вы можете побегать вдоль всего борта. И здесь же есть место, где вы можете заняться каким-то спортом в виде скалолазания. Я специально в этот раз привез свою обувь. Я какое-то время занимался скалолазанием. И скажу вам, довольно-таки
нелегкие курсы, если вы, то есть нелегкие пути, которые там проложены, если вы будете следовать именно цвету. Если вы лазите просто наверх, не обращая внимания на цвет, там у нас видео, если найду, вставлю, даже бабушки, там, ну, дедушек не видел, но бабки тоже пытались туда куда-то залезть. Поэтому довольно-таки несложно. У нас ребята тоже все попробовали. Кто-то попробовал скалолазание, кто-то попробовал серфинг. Да, такие развлечения, они идут бесплатно. Идем дальше. Бассейны. Бассейнов здесь основных 2, даже можно сказать 3. Все бассейны, конечно же, они включены. Один бассейн находится снаружи. Но так как мы отплывали в марте, соответственно, у нас по погоде, ну вот видите, сейчас идет дождик и довольно-таки ветрено. По погоде было немного так холодно, чтобы купаться именно в самом открытом бассейне, но мы чилились чисто в джакузи, которые располагались по бокам этого бассейна. Внутри есть закрытый бассейн, который более-менее такой теплый. В основном люди тоже чилят там. И есть еще один бассейн в зоне, который называется, по-моему, Соляриус. В том месте тоже есть неглубокий бассейн, много лежаков, есть свои джакузи. И главным образом она отличается тем, что эта зона, она полностью отведена взрослым людям. То есть дети до 18 лет или до 16 лет туда, вход запрещен. Что касается баров, конечно же, они буквально на каждом шагу, у каждого бассейна вы можете взять что-то с собой. Напитки идут в районе $10, если это пиво где-то от $7 и выше, ну и, соответственно, плюс 18% такса будет. А для любителей, тот, кто хочет прям пить, вы можете взять пакетом. Там на один день порядка $50 стоит пакет, все включено, вы можете бухать целый день. Бассейны работают до определенного времени, там до 11 либо до 12 часов, но один джакузи, он работает 24 часа. То есть ночью, допустим, в нашем случае мы решили ночью там сидеть в теплой воде под открытым небом. Такое одно джакузи, оно работает 24 часа в сутки. На этом же деке, с другой стороны, то есть мы идем на деке 14, на той же стороне у нас есть спортивный комплекс, где проводят разного вида спортивных ивентов, например, игра в баскетбол, футбол. Также можно покататься на машинках, бампер-кар. Удовольствие тоже включено, но по всем этим развлечениям нужно смотреть по графику. Какие-то развлечения в какие-то дни, когда корабль заходит в порт, они не работают, либо отведено какое-то определенное время. Также там есть для детей, мы видели лазерную стрелялку. Я называю вот все как есть. Я просто сейчас не подготовленный, рассказываю все, что мне приходит в голову, то, что я помню, потому что я через какое-то время 100% забуду, мне быстрее надо сейчас выходить. Помимо этого есть пинг-понг. Китайцы очень любят пинг-понг. Можно пострелять из лука. И есть отдельная комната с игровыми автоматами. Для совсем маленьких есть прям один большой комплекс. Он состоит там аж из 2 этажей. В разных комнатах проводят разные развлечения, обучение для детей. Поэтому вы можете оставить своего ребенка там. Вам дают рацию. Если вдруг ребенок захотел выйти из комплекса, соответственно, сотрудник вам позвонит, скажет, что ребенок готов идти в каюту, либо ребенок ищет папу. А так вы можете оставить своего ребенка здесь. И то же самое для несовершеннолетних, то есть для тинейджеров с таким средним возрастом 12 плюс до 18. Конечно же, весь этот детский сад, то, что будет следить за детьми, это все включено. Поэтому вы можете спокойно оставить ребенка и идти по своим делам. Так, идем дальше. У нас рестораны. Один основной ресторан, он раскидан на 2 деках. На верхнем деке это те, кто делают резервацию, если вы хотите обедать, ужинать, завтракать в определенное время. Либо на нижнем деке, на один дек ниже,
вы можете прийти в любое удобное для вас время, и вам просто подготовят столик. Столиков очень много, поэтому ждать долго не приходится. Несмотря на то, что корабль может вмещать до 5000 человек. Меню отменное. Здесь каждый день мы ели стейки. Каждый день эти десерты. Соответственно, кто-то, наверное, из нас все-таки поправился. Вот сейчас я тоже быстро хочу это все закончить и побежать немного пробежаться, чтобы скинуть что-то. Иначе мы просто сидим и кушаем каждый день. Хорошо, что у нас были пару дней портов, соответственно, мы выходили и целый день гуляли. Хоть как-то двигались. Лично я предпочитаю рестораны, потому что вас в первую очередь это обслуживает, во-вторых, вам дают горячую еду, то есть еду, которая была подготовлена вот-вот и вам принесли. Помимо этого, здесь есть, конечно же, большой, очень большой буфет с множеством сидушек, вы кругом найдете место куда-то упасть. Буфет, он имеет несколько станций, разные виды еды, и десертов, соответственно, там фрукты, всего такого. Единственное, по графику есть ограничения, там, ну, как и все буфеты на лайнерах, они подготавливаются для следующего, поэтому есть промежуток 2-3 часа, когда буфет приостанавливается. Но пока буфет закрыт, вы можете спуститься в любой ресторан, соответственно, точно так же покушать. Рядом с буфетом расположена пиццерия, которая работает прям аж допоздна, по-моему, до 2 часов ночи. Это для тех, кто все-таки ночью решил напоследок что-то перекусить. И рядом одна станция в буфете тоже работает, она предлагает вам лапшу. То есть вы набираете разного вида лапшу, там овощи, и вам ее, скажем так, при вас готовят, вы уже там сами маринуете, что хотите, добавляете. То есть голодными вы здесь не останетесь вообще. Основной ресторан и буфет включены, пицца тоже включена, и хот-доги тоже включены. Хот-доги расположены рядом со спортивным комплексом. Это пока вы играете, дети раз решили хот-дог перекусить, там рядом все в доступности. Сразу, если мы говорим о бесплатных ресторанах, спущусь сразу вниз. Там на 4-м, по-моему, деке есть еще один ресторан. 270 называется. Там более такая кафешка. Вы можете там и позавтракать, тоже в виде пупе. Вы можете что-то себе набрать. Набирая это все, соответственно, вы можете взять тарелку и пойти куда-то упасть, где-нибудь на корабле, либо взять это с собой в номер. Либо прям рядом же с этой кафешкой имеется большой зал, где проводят разного вида мероприятия. И также проводили шоу «Шелковый путь», который прям зашел. Вот я первый раз, наверное, на таком шоу, где живая музыка, где все спецэффекты, там даже есть роботехника. Куча народа задействована, и само это шоу, ну, судя по тому, как это подготовлено, она вот была подготовлена конкретно под этот корабль. Либо этот корабль был переделан вот конкретно под это шоу. Там и летающие гимнасты. Короче, вставлю картинку, посмотрите. В течение всего круиза шоу проводилось 4 раза. Заранее надо, если бронируете, хорошо, а так желающих посмотреть, конечно, очень много, но учитывая то, что здесь 5000 человек, и этот зал, он немного меньше, чем театральный зал, который является основным, о котором сейчас расскажу. Вернемся все-таки к ресторанам. Помимо вот тех основных ресторанов, которые вдоволь вас могут напитать разным видом меню, потому что меню каждый день оно тоже меняется. Разнообразие очень большое. Я считаю, что достаточным. Однако же все равно имеются рестораны, скажем так, специальные такие рестораны за отдельную плату.
их здесь куча. Тоже я сейчас не буду искать, сколько и как они называются. Но ресторанов 5 или 6, наверное, я насчитал, которые дополнительные, помимо основного идут. За отдельную плату. Не знаю, стоит ли ходить, так как меню все равно в главном ресторане, оно довольно-таки объемное и оно всегда меняется. Про магазины я, наверное, говорить не буду. Но если вы заходите, вот как мы зашли на судно, такое ощущение, что вы попали в какой-то торговый центр. Куча магазинов, куча разных кафешек. Это все в середине корабля, на несколько этажей. Все сделано красиво. И, кстати, да, этот корабль, мне кажется, он очень свежий, потому что он очень современный. Вот все, что у нас есть, все вот эти детали, они говорят о том, что они идут, этот корабль все-таки идет много со временем. Особенно роботехника, вот, которая была задействована в шоу, как в Большом театре, так и в маленьком театре. Один робот, он стоит очень много бабла. А ведь это все должно быть настроено, все под разное шоу. В общем, было очень красиво. В общем, магазинов много, кафешек тоже много, баров еще больше. В самом центре есть Music Hall, где обычно проходят разного вида дискотеки. Помимо этого, там проводят разного вида, другого вида развлечений, видеоуроков, танцев, там еще чего-то. Ну и, конечно же, живая музыка, она присутствует как в барах, так и в каких-нибудь заведениях в виде а-ля кафе. Так, теперь Большой театр. Развлечения, которые... Театр, он предоставляет 2 развлечения в день, в 7 вечера и 9 вечера. Ребята очень подготовленные, вот все, кто там, вся эта группа. Я не знаю, как можно запомнить столько, куча танцев, а это еще все поется вживую. Это с какими-то спецэффектами. В одном шоу даже у нас вчера были задействованы там куча дронов, которые летали над нами, и мне было интересно, а что, если вдруг один из них упадет, как это они будут выруливать. Но, слава богу, все прошло хорошо. Это прям так эффектно. Свет, подача вот этой музыки, это все играет, конечно, все молодцы. Шоу каждый вечер желательно ходить на шоу, на такие развлечения. Будет что запомнить. И я 100% уверен, если вы на такое шоу пойдете где-нибудь на суше, вы с легкостью оставите там $200 за билет. Так, и все, я, наверное, завершу. Про каюту, на всякий случай, если кому-то интересно, как будет выглядеть каюту, потому что когда вы заказываете, соответственно, вы не знаете, но вам интересно, что вам надо подготовить, что с собой взять, есть ли это в каюте или нет, и вообще поместитесь или нет. Вот у нас каюта стандартного образца, сейчас у нас не успели убраться, Стюарт попросил, говорит, короче, придет вечером, показываю, как есть. 2 кровати были объединены, я делю каюту с нашим одним из участников нашего розыгрыша, с нашим клиентом, поэтому, чтобы не спать вместе, вы можете попросить Стюарта, он вам разделит большую кровать, которая king размера, а он может разделить его на 2 сингл. Вот на этом круизе видно, что вот он прям современный такой. Посмотрите, сколько шкафов. Вот. Если вы идете в долгое плавание, те, кто пойдут, они, наверное, встретятся с этой проблемой. Не будет достаточно места, куда вы могли вытащить все вещи из своего чемодана и раскидать. Почему? Потому что, чтобы не таскаться с чемоданом здесь, чтобы не мешался он, чемодан можно закинуть вот так под кровать. Соответственно, все надо оттуда вытащить, а если вы едете с детьми, соответственно, у вас, понимаете, 4 саквояжа, и это все надо раскидать. Здесь полки, смотрите, как много. Здесь, соответственно, у нас есть сейф, здесь полочки. Наверху, это я потом уже заметил, что наверху тоже были, полки. Здесь один шкаф, с той стороны тоже большой шкаф, тоже полочка. Здесь дополнительные для разной макулатуры, потому что в течение круизов обычно приносят очень много макулатуры. Я с собой, как всегда, привез вот эти магнитки. На всякий случай думал, а вдруг не будет места
мне легче вот так наклеить это все на стенку и вот смотреть, какие развлечения у нас проходят. Вот видите, у нас каждый день разные виды шоу, и где это проводится, это все рассказывается. Дальше у нас с этой стороны есть макияжный столик, скажем, да, макияжный столик. Есть розетки китайского образца, китайского и японского образца, потом есть USB-шники и есть наша родная розетка, простая. Рядом с кроватью, с той стороны, там тоже есть одна розетка, телефон. Давайте включим, чтобы все было красиво. То есть вот так у нас две кровати, но есть у нас одна большая такая тахта в виде дивана, который он тоже раскладывается. И, соответственно, можно сделать одну большую еще одну кровать. Еще поместить, мне кажется, где-то человека 2. Итого 4 человека. Вот если ехать с семьей, я думаю, ой, прям будет прелесть. Идем дальше. Смотрите, здесь еще есть тумбочки. Еще у нас есть выдвижные ящики. У нас есть холодильник. Он, правда, пустой. На всякий случай, если вы держите воду, либо какое-нибудь спиртное принесли в номер, вы можете, кстати, в ресторане вы выпили вино, вы можете забрать вино с собой и уже допить у себя в номере в холодильнике. Есть фен, дует так себе, но с собой фен, конечно, привозить нельзя. Вот видите, очень много места для двоих. Прям очень много места, можно позвать гостей, человек 5 здесь потусить спокойно, при том, что у нас есть еще балкончик. Но балкон, видите, вот он у нас почему-то достался такой. Правда, когда я заказывал, да, я сказал, ну, любой, в принципе, главное, чтобы балкон был, потому что изначально мы заказывали просто одинарные места, одноместные места для каждого. Но одноместные номера, как правило, они не имеют балкона. Это, там только дверь, там даже нету окна. Хотя, с другой стороны, какая разница, потому что вы в номере проводить время не будете, вы будете приходить только переодеваться для бассейна и будете приходить чисто спать. Поэтому вот мы тоже этим балконом, в принципе, не пользуемся. Единственное то, что чтобы высушить одежду. Поэтому там закрывает нам вид, не закрывает, хотя горизонт и так виден, в принципе. Стюарт у нас молодец. Каждое утро он застилает нам постель и готовит разного вида вот таких животных из полотенца. Ну, то же самое, как в отеле. Ждет чаевых. В номере, если хотите, есть чайничек. Соответственно, воду вот с водой. Ну и как на всех лайнерах, вам нужно будет... Здесь были 2 бутылки воды. Не это, были, в общем, 2 бутылки воды. А так, вам нужно взять с собой вот такой какой-нибудь термос. И здесь есть станции с водой, вы идете, просто набираете и приносите в номер. Потому что покупать воду, периодически покупать воду вот здесь на лайнере, это будет достаточно дорого. Там вода, она обычно около от 3 до 5 долларов будет стоить за бутылку. Лично я много воды не употребляю, только когда я занимаюсь спортом, либо когда я кушаю. Вот я в первый день набрал, вот вода до сих пор у меня здесь и есть. Кстати, когда это дело все здесь упирается, соответственно, вы понимаете, сколько здесь пыли, да? Вот, видите? Потому что человек постоянно приходит, это все дело застилает, соответственно, пыль с кровати, все это поднимается. У нас есть телевизор, который мы не смотрели, к слову, вообще. Здесь можно просматривать какие-то программы, здесь рассказывается о корабле. Вы можете смотреть фильмы, но, правда, фильмы, если смотрите, если это не бродкастинг, если это не вживую идет, то за отдельную плату, конечно. А так телевизор, он, в принципе, для нас он не нужен. Когда вы едете с детьми, тогда это, да, чтобы их чем-то занять, я обычно беру с собой какие-нибудь игровые игрушки, которые подключаются через HDMI к телевизору, и они могут там просматривать свои записанные фильмы, либо играться. Света, кстати, достаточно. И рядом с дверью у нас расположен туалет.
туалет а-ля душевая. При входе у нас есть большое зеркало, чтобы нафуфыриться и выйти, как говорится, в свет. Ну, даже по термостату можно понять, что либо реновация была, либо сам корабль, он довольно-таки свежий. Так, туалет. Вот так у нас выглядит туалет. И душевая. Душевая, я вам скажу, довольно-таки удобная по сравнению с другими, где обычно это такая шторка, которая, когда вы моетесь, она постоянно липнет к вам, и вы никак не можете принять душ, потому что вы не знаете, эта пленка держит чью заразу. А здесь вот такие стеклянные двери. Для меня в самый раз, ну я не знаю, если человек будет покрупче, покрупче говорю, покрупнее, может ему будет маловато, но я ни об что не спотыкаюсь, ни об что не упираюсь. Довольно-таки вместительная. Ну и, соответственно, я, в принципе, не спрашивал полотенца. Полотенце дополнительно все равно почему-то приносит. Хотя я не скидывал. Вам, если надо будет заменить полотенце, вам лучше скинуть это все на пол. Когда стюард придет убираться, он это дело заменит. Если у вас полотенце вот так висит, он его, конечно, менять не будет. Но это политика всех компаний, чтобы сберечь, конечно, воду и на корабле. А как? Конечно. Но у нас стюард, видно, не стал заморачиваться. Он все равно вешает нам свежие полотенца, несмотря что старые, мы до сих пор еще не сдали. Так, и политика вот по таким полотенцам. Это с бассейна. Они выдаются на карточку. Если на каких-то круизах вам карточку показывать не надо, вы просто подошли, взяли полотенце, потом оставили в номере, с номера у вас забрали. Здесь же это полотенце выдается ровно по вашей SeaPass, по вашей карточке. И если вы его не сдали, вот нам пришло, где, видите, пришла такая штука, будет стоить $25. Если я потеряю полотенце, либо если я его не сдам. Поэтому до 5 часов нужно будет отнести, сдать его. А так в течение круиза вы можете забирать, конечно, номера, просто на следующий день обязательно отметьтесь и сдайте ее. Вот такое вот путешествие у нас получилось на круизе Spectrum of the Sea вместе с нашей компанией. Понравилось оно или нет? Она была немного, ну, для меня немного утомительной, потому что мне приходилось с ребятами туда-сюда все это время ходить. И как оказалось, я что-то даже вроде как и не выспался. Каждую ночь надо просыпаться. Я встаю вообще поздно, но нужно просыпаться, потому что с ребятами нужно идти на завтрак. Как бы так. Вот услышим их точку зрения. А пока-пока. Хай, народ! Угадайте, где я? Благодаря компании Метрофонд сейчас я нахожусь в очень увлекательной поездке. По тому событию, как я попал, у меня было очень много эмоций. И если сравнить круиз с пляжным отдыхом, ну, я думаю, круиз это что-то с чем-то. Если сказать, что просто хорошо, это, как говорится, ничего не сказать. Супер, очень супер. Я в круизе в первый раз. Мне очень-очень понравилось. Все неожиданно, ново и как-то необычно. Я бы хотела попасть сюда еще раз. Я очень рада, что я выиграла. Благодаря Метрофону. Спасибо вам огромное. В общем, очень здорово. Все очень понравилось, под большими впечатлениями. Открыл для себя абсолютно новый мир, абсолютно новый отдых. В общем, все очень здорово. Всем огромная благодарность организаторам. Так что будем ждать следующего розыгрыша. Да. Если... Путешествие замечательное. Очень приятно.
Конечно, были другие моменты в плане того, что думал, переживу я корабль или нет. Оказалось, все хорошо. Я буду очень рад поехать в следующую поездку с той же компанией, может быть, не с той же компанией, но в любом случае поездка мне очень понравилась. Лайк, подписка.